Здравствуйте, друзья! Читая комментарии к своим видео и публикациям, я в очередной раз убеждаюсь, что многие не представляют весь объем проблем, которые могут создать на многие растения. Даже среди красивых цветов есть агрессоры, способные активно разрастаться, образуя настоящие заросли. Причем вывести их не так просто. Порой требуются годы изнурительной прополки и перекопки. Но даже такие усилия, к сожалению, не всегда дают ожидаемые результаты. Дело в том, что есть растения, которые возобновляют свою популяцию с помощью огромного количества семян и даже частичек корней. Чтобы не быть голословной, хочу показать, что из себя представляют зеленые агрессоры и как мы с ними боролись. Возможно, это видео кого-то убережет от непоправимых ошибок и необдуманной посадки так называемых неприхотливых растений. Начну с самого распространенного захватчика, который часто встречается в природе и на наших участках. Это фиалка. Среди этого многолетника есть много разных видов. Самый распространенный у нас – это фиалка мотыльковая и лесная. Существуют фиалки с белыми, синими, фиолетовыми и прочие окраски цветами. Разрастаются они целыми куртинами, причем очень активно. Как я заметила, растут везде и не только на садовой почве. Фиалки настолько неприхотливые, что прорастают даже среди строительного мусора и камней. В саду они заполоняют очень большие участки. А самое неприятное, что розетки появляются в тех местах, где неудобно полоть. Подобные заросли существенно портят общий вид цветников. И никакая прополка не помогает. Применять гербициды также не имеет смысла, так как фиалки активно возобновляются с помощью большого запаса семян, залегающих в почве. Семена мелкие и разлетаются на большие расстояния. К тому же их еще разносят садовые муравьи. Вывод один. Если вы не хотите постоянно полоть, проще вообще не высаживать на участке подобные неприхотливые многолетники. Цветут фиалки весной, мелкими цветочками. После остаются лишь малопривлекательные листовые розетки, которые появляются как грибы после дождя, причем в самых разных и неподходящих местах. Еще большую проблему создал нам ранее любимый цветок – майский ландыш. Конечно, любоваться его ароматным цветением очень приятно, хоть этот период весьма короткий, всего пару недель. И все бы ничего, если не способность ландыша активно захватывать всю близлежащую территорию. Даже несколько его растений, высаженных в саду, с годами могут образовать целую поляну. У нас же этот ползучий многолетник занял приличный по размерам участок, и его поросль неудержимо расширяется с каждым годом. Поэтому стал вопрос о кардинальной перекопке, тщательным удалением ландышей и их корней. К сожалению, не все знают, что это растение стремительно разрастается с помощью своей корневой поросли. В надежде озеленить свой участок, приносят выкопанные ландыши из леса или покупают задешево на рынках. А через несколько лет сожалеют, потому что перекопать всю занятую ландышем площадь не так уже просто. И если вы считаете, что почвенный ограничитель поможет сдерживать его рост, то вы ошибаетесь. В этом я убедилась, когда увидела, как это растение разрастается за пределы глубокого цементного цоколя. Только посмотрите, какую кучу ландышей мы накопали. И это только начало работы. Жаль, что я не засняла итог нашей перекопки. В результате получилась приличная по объему гора из корней и стеблей. На что еще стоит обратить внимание, это на декоративность растения. Повторю, что цветет ландыш недолго, в апреле-мае, в зависимости от региона произрастания. После остаются стебли и листья, которые постепенно желтеют и жухнут. Вид высохших листьев ландышей сильно портит вид в саду. Но это еще не все. Позже завязываются его красные ягоды, которые считаются ядовитыми. Если на вашем участке гуляют маленькие дети, придется постоянно следить, чтобы они ради удовлетворения своего любопытства не испробовали плоды ландыша на вкус. Как по мне, проще не высаживать такие растения в своем саду. Еще один агрессор, который достался нам в наследство от прежних хозяев участка, это василек подбеленный. Его живучести тоже могут позавидовать даже самые неприхотливые многолетники. Этот вид василька хорошо приживается в тенистых местах, размножается с помощью корневой поросли, практически как пырей.
Сколько бы я ни выдергивала его кустики, они снова возобновляют свой рост, даже из небольшого кусочка корня, оставшегося в земле. Со временем василек подбеленный способен создавать настоящие заросли. Его активный рост легко вытеснит более скромные и меньшие по размеру растения. Так что судить вам, нужна ли такая неистребимая красота в саду. Хотя многое еще зависит от климатических условий, места расположения и почвы на участке. Возможно, у кого-то эти многолетники ведут себя не так агрессивно. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом в комментариях. А вот это растение я действительно не советую выращивать в открытом грунте и тем более высаживать его в общий цветник. Речь идет про калистегию. Это настоящий монстр среди многолетников. И пусть вас не привлекают его симпатичные цветы. Калистегия является ближайшей родственницей злостного сорняка под названием вьюн. Несмотря на то, что уже вывели довольно красивые ее сорта, как, например, махровую калистегию флоплена, этот многолетник – жуткий агрессор и очень активно заполоняет участки. Никакая прополка в борьбе с этим живучим растением вам не поможет, так как оно прорастает даже из маленького кусочка корня, оставшегося в земле. А корни у калистегии очень длинные и разветвленные. Если вы когда-нибудь пытались вывести заросли вьюна, вы точно знаете, как это сложно. Еще хочу вас предостеречь, чтобы вы не повторили мою ошибку. Много лет назад, создавая клумбы в тенистой части сада, я по незнанию высадила папоротник-страусник. Теперь он у меня прорастает в самых неподходящих местах. Огромными розетками листьев затеняет растение и своей порослью доставляет много хлопот. Каждый год я периодически удаляю его ростки. Растение очень живучее и разрастается с помощью своей мощной ползучей корневой системы. Очень неудобно удалять ростки папоротника в цветнике, так как они часто прорастают у самого основания культурных растений. Конечно, на нашем участке есть и более сорные представители, которые появляются в огромном количестве каждый год. Их семена заносят ветром. К тому же они постоянно дают свой самосев. К таким, например, относится чистотел. Вот сколько его не удаляй, все бесполезно. Растение неистребимое и вездесущее. Еще одна большая неприятность, которая сильно засоряет участок, это подмарейник цепкий. Мало того, что он распространяется по участку как настоящее бедствие, так и полоть его довольно проблемно. Он цепляется к одежде и сильно царапает кожу. Если же его поросль не удалять, растение быстро осеменится, оставив в почве залежи своих колючих семян. К тому же подмарейник прорастает даже из небольшой оторванной части побега, что делает его неистребимым. Конечно, никому не придет в голову специально высаживать такие растения, но их очень просто занести на свой участок, например, на одежде или обуви, а также на шерсти животных. А какие на вашем участке неистребимые растения-агрессоры доставляют вам много хлопот? Поделитесь своим опытом и наблюдениями в комментариях. Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе и не пропускать выход новых роликов. Надеюсь, что сегодняшняя информация вас предостережет, и это видео было хоть немного вам полезным. Если это так, не забудьте, пожалуйста, поддержать нас своим лайком. И до новых встреч на канале Добрый сад.